Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, начнем новую серию видеороликов, хотя и старые серии мы не забыли, и время от времени будем продолжать. Напомню, что вы свои голосовые мистические рассказы можете отправлять Яне, кроме выходных, и до 9 часов постарайтесь написать о том, что это мистический рассказ. Она скидывает на... У нас есть чат тут, я собираю, и потом начинаем постепенно включать. Надеюсь, что вы последовали моему совету и коротко, четко рассказывайте без лишней воды то, что с вами произошло, и то, что вы хотели бы, на что вы хотели узнать ответ. Скидывайте Яне, я буду продолжать эту серию, потому что очень много скинули, я не знаю даже сколько, наверное, 100 голосовых, если не больше. Но пускай будут, и мы будем постепенно это снимать. Мир потусторонний неисчерпаемый, и сколько бы мы ни говорили, все равно останутся вопросы нераскрытые. Итак, начнем. Я, наверное, эту серию назову «Мир призраков. Голосовые рассказы». Вот так. Ну, чтобы отличалось от других видеороликов и лекций. Начнем. Здравствуйте, уважаемая Инга. Меня зовут Ирина. И хотелось бы рассказать свои мистические истории, произошедшие в моей жизни. У меня их несколько, поэтому, может быть, даже и несколько голосовых или в одно умещу. В общем, с детства интересовало меня все, что касается потустороннего мира. И первое, что произошло, может быть, оно не первое по времени произошло, но первое, что мне вспомнилось. В моей жизни, в общем, в осознанном возрасте, когда мне было 19 лет перед первой свадьбой, ночью спала у себя дома, среди ночи проснулась от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Кстати, таких ощущений было много, когда спишь и чувствуешь, что как будто на тебя кто-то смотрит, кто-то на тебя даже дышит. И вот в эту ночь, получается, я сплю, открываю глаза от этого ощущения. Передо мной стоит фигура человека, полностью в белом, как будто бы в простыни, и высотой под потолок. Естественно, я очень сильно испугалась, я начала тянуть на себя одеяло, на голову тянуть одеяло, остались одни только глаза. И постепенно эта фигура начала потихонечку как бы испаряться, как дым рассеиваться. Вот, это первое, что у меня было. Потом, второй случай. Мне исполнялось 18 лет, подруга решила меня приехать поздравить на один день пораньше. То есть, грубо говоря, у меня 17 августа день рождения, она приехала 16 августа. Приехала поздравить, мы сели у меня дома, мама, папа мне там устроили там праздник, поставили на стол выпить, мы выпили. Я очень мало пила, и мне сразу как бы стало хорошо. Мы пошли на дискотеку. Там начала одна девушка на меня задираться, как в драку идти. Вот. Ну, так как я была под хмельком, мне, конечно, было все равно. Мы начали, завязалась драка. Девушка начала меня вытаскивать на улицу. И я вижу, что буду не одна, будет толпа целая девчонок, которые поддерживают ее. Я начала молиться. То есть, я тогда еще была в христианстве, я тогда еще молилась, как умела, как учили в церкви. В общем, я начала молиться, убегать. И тут появляется, как я убежала, и потом она меня опять вытащила. Я спряталась, я тогда общалась с компанией диджеев, спряталась в их кабинетике. Она меня нашла, вытащила, опять начала меня там избивать. Мне, конечно, тоже досталось неплохо, но тут появляется какая-то девушка, я ее впервые вижу. Такая, я ее до сих пор помню, черные волосы, черные глаза, волосы длинные ниже плеч. Она была в черном одета, черная кожаная курточка, но лето было, но все равно она вот во всем в этом была. Сапожки были длинные, черные, как под кожу, юбка кожаная, черная сумка
сумка даже на цепочке, и вот черная кожаная курточка. Я ее помню, она представилась, оказывается, Марина, я даже не знала, я просто ее увидела. Вот, и тут начинает, она отвлекла внимание на толпу, на внимание этой девушки, которая со мной дралась. И эта девушка начинает бегать, метаться и спрашивает, где она. Я говорю, кто? Вот эта девушка Марина, сестра твоя. То есть она, оказывается, еще даже моей сестрой представилась. Я говорю, я не знаю. И тут, пока вот эта суть до дела, меня друзья, подруга моя сразу убежала, она меня бросила, вот, как всегда происходит. И, в общем, и тут друзья меня сажают в машину и увозят меня домой. Мне очень долго думалось, кто это такая, что это за девушка. И на почве, наверное, того, что я о ней думала, она мне приснилась. И я ей говорю, спасибо большое тебе за то, что ты мне тогда помогла. Она говорит, да ничего страшного, у меня были свои счеты с нею. Так, про второй случай, если эта девушка так и не нашлась, и если она просто показалась, а потом исчезла, просто ее больше никто не увидел, это может быть призрак, да. Это возможно, потому что таких случаев много, когда в тяжелую минуту появляется некто и спасает человека. Это может быть сестра, например, какой-то девушки, которую они когда-то избили. Может быть, это сестра, давно почившая, которая наблюдала за этим. И в следующий раз, увидев, что опять они кого-то хотят избить, человека, который не сможет дать отпор, она просто появилась и защитила. Это может быть ваш стражник, который в таком формате появился и спас вас, практически спас жизнь, потому что если столько людей в безумстве и в пьянстве дерутся, часто это заканчивается убийством. Если она так и не появилась, вы так и не узнали, и никто ее не видел больше, то есть не узнал, не понял, кто это мог быть, значит, это явление показалось и вам, и этой девушке. Что касается той самой белой фигуры, которая проявилась перед вашей первой свадьбой, вы сказали, вот, собственно, тут и кроется ответ первой свадьбой. Это сила, которая могла быть силой рода, которая проявилась, показав вам, что ваш брак ничем хорошим не закончится, что это ошибка. Иногда эти силы проявляются в таком качестве, пугают, как-то непонятно там встают, смотрят на нас и так далее. И мы не можем понять. И вот когда все это случается, мы понимаем, к чему это было. И если в следующий раз вы будете опять же делать какой-то роковой шаг в своей жизни, судьбоносный, и вновь эта фигура появится, ну, значит, вы теперь должны уже знать заранее, что то, что вы делаете, ничего хорошего вам не даст. И отказаться от этой мысли, то есть отступить. Так, а теперь далее слушаем. Я немножко поставила на быструю, чтобы быстрее прослушать, потому что мне хочется еще несколько голосовых. Но истории уже интересные. Начнем, точнее, продолжим. Следующее, что со мной было, я, наверное, думаю, что я претерпевала выход из тела, как это говорится, я так думаю. В общем, 23 года, когда я рожала, во время кесарева у меня обнаружилось сильное кровотечение, и я была, наверное, при смерти, так думаю, кровопотеря была сильная. Вот. Я помню, что я летела по черному тоннелю из черных таких, ну, как пластины, сектора. Ну, в общем, если взять карты, растянуть их, и вот они вот, каждую карту видно, то есть из каждых, как пластины были. Я вот еще раз смотрела, и я очень быстро летела, я прям летела со свистом, мне кажется. Вот. И в конце был свет. То есть тоннель такой, в конце свет, но тоннель он был не круглый, не квадратный, а вот как вот арка, вот в Санта-Барбаре, вот в титрах вот это вот в арку входили тоже, там вот эти арки появлялись. То есть вот такая арочка, вверху кругленькая, внизу такой прямоугольник. Вот. И я влетаю в эту арку, ну то есть в конце тоннеля, в этот свет. Яркий свет озаряет, очень-очень яркий. Потом чуть-чуть он уходит, этот свет. Серая комната такая, блеклая серая комната, тусклая. Я на ней лежу, точнее, стоит стол посреди комнаты, лежу, у меня руки расставлены вот так по сторонам, на железном таком, даже, мне кажется, не знаю, столе свинцовом, наверное, на свинцовом столе. И у меня руки зажаты зажимами железными. Такой вот холодок аж прям был от этого всего. Вот. То есть это еще один случай, это во время родов.
Потом еще было после родов, я... То, что вы летели, пружинообразная тоннель, как вы сказали, арками, пружинообразная, это вытаскивает душу изнутри. Вы попадаете в этот портал и начинаете лететь. Вас как выковыривает из тела, вытаскивают. И начинаете лететь. Те карты, которые вы видели, как карты, якобы как карты по всей дороге, это как двери. Вам показались как карты, потому что они были квадратные, маленькие. Это двери, в разные двери, куда души уходят. То, что вас зажали на этом свинцовом столе, это означает, что вам не время было умереть. И вашу душу поймали, зажали, чтобы вернуть назад. Вот поэтому вам было жутко и страшно, потому что вас не пускали дальше. Понимаете, о чем речь? Давайте дальше послушаем. С мужем, получается, сплю в комнате, не снится мне сон, что ему телефон звонит, он отвечает. И раздается там женский голос, я слышу. Он о чем-то договаривается с нею, кладет трубку, я спрашиваю, это кто? Это по работе. Думаю, в 2 часа ночи, вот интересно. Ну, в общем-то, он типа спать, и мне такой голос. Вот этот голос был прям вот он где-то рядом, он прям вот над моим ухом где-то прозвучал, такой теплый, спокойный, родной как будто бы голос. Но ничего, проживешь с ним 2 года, и я просто с постели вот так вот поднялась и говорю, и что дальше? Мне так хотелось услышать, что будет дальше, что он расскажет этот голос, потому что мне было очень интересно. Ну, так как оказалось, получается, 2 годика ребенку было, он ушел, он начал гулять с другими, там, точнее, с другой девушкой. Ну, и так мы и развелись, собственно говоря. Вот так и получилось. 2 годика ребенку было, и он ушел. В принципе, все так и было. Спасибо большое за внимание, Инга. Надеюсь, понравились мои истории. Понравились, потому что они настоящие, правдивые, интересные. Вот, собственно, ответ на вопрос насчет того, почему появился тот дух белый. Вот вы потом подтвердили мои слова, что, скорее всего, вас предупредили, что этот брак недолгий и несчастливый. Если в следующий раз вы будете принимать какое-либо важное решение в своей жизни, там, выходить замуж, поступать куда-либо или открыть какой-то бизнес и так далее, и снова увидите вот это вот существо, это вам предупреждение о том, что то, что вы намерены сделать, закончится плохо, не надо начинать. Давайте далее послушаем. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна и все зрители канала «Ведьмина изба». Меня зовут Таня. Можно вам поведать свою историю и на тему мистические рассказы? 95-й год. У меня болел папа, не хотел лечиться. И когда уже на последнем моменте его забрали в больницу, там пневмония, что-то воспаление легких у него было в 95-м году, где-то 6 мая, 4 мая он умирает. Вот, мне на тот момент было 6 лет. Меня на похороны не брали, вот, чтобы мне это все не осталось в памяти. Вот. И какую-то ночь, я помню, это 2-комнатная квартира, я сплю и слышу, что в другой комнате мама начинает кричать, и меня там зовет, и что-то это, и я как бы отзываюсь, но как бы тишина в ответ. На утро мама рассказывает мне, и потом еще другим людям, помню, рассказывала, что папа пришел ее душить, что она повернулась и увидела, где дверь, вот именно открывается дверь, что торчит кусок черного локтя. Вот, как руки точнее. Вот. Или это был сон, или это было наяву, я не знаю, но она очень сильно кричала. А после я перемещалась по квартире, просто, когда я была одна дома, перебежками, мне немножко было страшно, как бы такое короткое воспоминание, и хотела попросить ответ на мою историю. Большое спасибо. Отвечу. Когда мужья умирают... Ой, упал телефон. Такое было во время Великой Отечественной войны. Очень много мужчин погибли, не вернулись с фронта. И женщины, естественно, тосковали, естественно, переживали, плакали день и ночь. А потом некоторые из них повеселели, начали, значит, приходить, прихорашиваться, одеваться. И старые женщины сразу замечали эту перемену и говорили, что это не к добру.
не к добру, потому что, скорее всего, нечистая сила приходит в виде мужа и спит с этой женщиной. Это даже не инкуб. Потому что инкуб, он со временем, он пользуется сексуальной энергией, забирает жизненную силу и так далее. Это пострашнее нечто, это темные духи, которые приходят, принимая облик мужа. И вот сначала жена радостная, веселая вся, бодрая, не рассказывает, боится сказать, чтобы ее не посчитали сумасшедшей. Потом, в конце концов, приходится признаваться, когда начинают наседать на нее, мол, говори, что случилось, почему ты такая, что там и так далее. Она начинает признаваться в том, что, вы знаете, мой муж приходит каждую ночь, вот, и у нас все хорошо. И вот эти старые женщины начинали настаивать на том, что не надо его принимать, начитывая какие-то там заговоры, молитвы по-разному. Мол, сделай это и увидишь, кто перед тобой. И когда так делали, то эта сила начинала злиться и начинала душить. И я так предполагаю, что мама ваша скучала по отцу, наверняка плакала, переживала и начала его звать. Иногда они приходят, вот эти темные духи, принимая облик покойного. Это не ваш отец душил маму. Если, например, начинает винить покойного. Вот ты меня оставил, вот ты ушел, вот ты меня не слышал, не слушался. Я же тебе говорила, что там не надо пить или надо лечиться. Как же мне теперь жить? Вот ты оставил меня с ребенком, ушел и так далее. И вот эти постоянные упреки, разговоры нехорошие, ругань по отношению к мертвому, постепенно открывает портал, это называется зазыв. Зазывается темная сила, темный дух. И он, принимая обличие мужа, мужчины, приходит. И потом, что он будет делать? Ну, душить, кидаться, пугать, забирать энергию, здоровье у человека. Все это для этого и делается. Поэтому нельзя, во-первых, зазывать мертвого, надо оставить его в покое, как бы это эгоистично ни звучало. Нельзя обвинять, нельзя кидаться словами «ты оставил, ты меня бросил», хоть бы и ты забрал, меня тоже забрал и так далее. Не надо это все делать. Надо понимать, что человека больше в этом мире нет. Он ушел, надо отпустить его, дать ему покой. Потому что там мир духов, потому что там души людей находят успокоение. Есть и другой опыт, конечно, но в основном успокоение. И нужно уметь отпускать. Как бы это тяжело не было для вас, уметь отпускать. И тогда нечисть, вот эта вот злая сила, не будет пользоваться вашей тоской и болью, не будет приходить и не будет вытворять вот такие вот страшные вещи с вами, которые, видите, хоть и в детстве, но осталось на всю жизнь это впечатление и страх. Дальше. Уважаемая Инга, у меня был примерно 30 лет назад такой случай. Мы жили в деревянном доме и топили печь дровами. Так, секунду. Еще раз. Я сейчас попробую исправить, чтобы голосовые нормально открывались. Не понимаю, что это такое случилось. Не туда нажала или динамик, что, в принципе, он нормальный. Да, и что касается той самой нечисти. Много таких историй связано с этой нечистью, когда во время войны стучались в двери, и жена там
ну, снохи, значит, свекровь, которые знали, что их мужья погибли, уже носили траур, внезапно видели своих родных, любимых у порога. И те говорили, что они живые, что у них все хорошо, что они смогли спастись, и, в общем, пришли, вернулись домой. И те накрывали на стол, радостные, обнимались с ними. И вдруг там одна из снох уронила, значит, ложку или вилку, нагнулась, чтобы поднять, и увидела вместо ног копыта. Постепенно начала звать всех в комнату, а потом пошла за свекровью, свекровь ни в какую. И когда те поняли, что эти догадались, вскочили, у них облик был страшный, свекровь ужасно испугалась и выскочила в дверь на улицу, а сноха заперлась изнутри в комнате. Те колотили, били дверь не открывали до утра. Свекровь дикими криками убежала, и вот так ее так и не нашли. Куда она, что с ней стало, утопилась, где-то умерла, осталась. Вот все село потом искало и не нашли. Вот это и есть тоска, которая иногда открывает темным духом возможность прийти. Поэтому, когда вам говорят ваши подруги, близкие или кто-то еще, кто потерял мужей, что ты знаешь, он приходит, я вижу с ним разговор. Одно дело, когда муж приходит во сне, допускаю, бывает иногда голос слышно, звук. До 40 дней прощается мертвый. Год потом стоит у своей могилы, уходит. По-разному происходит. Но когда они рассказывают, что он прям приходит в физическом теле, что они его видят, и это так удивительно, но они не хотят его отпускать и так далее, это не есть муж, это есть нечисть. И от него надо избавиться и заставьте свою подругу, потому что однажды вы можете найти ее умершей. Таких случаев немало. Давайте послушаем, попробуем еще раз. Да. У меня был примерно 30 лет назад такой случай. Мы жили в деревянном доме и топили печь дровами. Но однажды ночью я вижу во сне, что в окно в сенях стучится мальчик лет 13-14. Он был в беретке, волосы до плеч, но по виду похож на мальчика такого пажа. Я просыпаюсь и стою наяву, и хочу выйти к нему. И понимаю, что мы угораем. Я сразу разбудила мужа и 2 маленьких сыновей. Вышли мы в прихожую на свежий воздух. Ну, кто знает, что такое угарный газ, тот поймет, как на свежем воздухе начинает гудеть голова. Так моя семья была спасена. Но вот такое ощущение сна и видимость мальчика-спасителя наяву было у меня всего единственный раз в жизни. Я всю жизнь мечтала узнать, кого мне благодарить, что за силы это сделали и как такое возможно. И вот на вашем канале, Инга, появилось видео о мистических историях. Очень надеюсь, что вы поможете узнать, кто нас спас и как такое возможно. Ведь угарный газ, он невидим. Очень благодарна вам за все, что вы делаете для нас. Огромное-огромное вам спасибо за эту работу. Угарный газ называется невидимый убийца или тихий убийца. Недавно был случай, когда вся семья умерла. Она же поднимается высоко, а живые создания, животные, то есть кошки, собаки могут выжить, потому что внизу они находятся. Он поднимается высоко, он тяжелый. Собака возле дверей пыталась спасти хозяев, выла, кричала, прям говорили, что аж плакала, просто плакучим таким ревом звала соседей. Конечно, соседей никто не шелохнулся. У нас сейчас такой век, всю ночь ребенок плачет до утра, утром находят мертвым. Вы ничего не слышали? Да там ребенок, да, вот ревел всю ночь что-то. А почему не пришли, не постучались, не вызвали милицию, ничего не сделали люди? Ведь вы тоже можете завтра так угореть и умереть, и никто вас не спасет. Вот этот случай, что да, убивает, причем тихо, и никто даже не поймет, и вас не человек умирает. Похожий случай был один раз, когда я слышала не помню сейчас от кого, на кухне, оказывается, она что-то забыла, но ей показалось, что она выключила, пошла спать,
И тут на кухне ужасный такой, прям вот постучали в стекло так, что чуть не разбили стекло. И самое интересное, что они на 5-м или 6-м этаже жили. Она перепугалась до смерти. Решила, что кто-то, может, через балкон влез или как там вообще, что случилось. Попросила мужа, муж побежал на кухню, и просто кухни можно было сказать, что не было уже. Не было видно ничего. Они быстро, значит, потушили этот пожар. Там дым стоял жуткий, уже пластик плавился. Открыли все окна и несколько дней жили в гостинице, потому что от этого запаха, невозможно было, не проветривался. Вот так некая сила спасла им жизнь. Теперь, кто это мог быть? Это мог быть кто угодно. Мы не сможем сейчас точно определить. Это мог быть ваш хранитель, который, знаете, так между сном и явью он постучал. А может, он действительно постучал, ваш просто разум вам показал это во сне, а на самом деле вы услышали этот стук наяву. Иногда бывает ночью ощущение, во сне, как будто вы с кем-то разговариваете. Этот кто-то громко что-то вам говорит. Мол, там, иди сюда или что-то. И вы просыпаетесь от того, что услышали рядом с собой вот этот звонкий голос «сюда иди». А вам казалось, что вы во сне услышали. Вот примерно то же самое такого между сном и явью произошло в таком пограничном состоянии. Это мог быть дух дома, то есть домовой. Это мог быть ваш хранитель. Если не знаете, кого благодарить, просто говорите, кто меня спас тогда и мою семью, я тебя благодарю. И поставьте на подоконник угощение, молоко, сладости. Для духов нет пространства и времени. Он и так рядом с вами видит, слышит, если он вас спас. Ему будет приятно. Так, дальше. Инга, разрешите еще одну историю. Она случилась лет 12 назад. Мы собирались в гости на машине к дочке студентки в Москву. Я всегда беру с собой дорогу чай в термосе. В этот раз я также приготовила термос, но сумка перевернулась на бок, и термос разбился. Я достала другой термос, но с ним случилось то же самое. Не помню, каким образом, но он тоже разбился. Ничего, думаю. У нас еще был третий металлический термос. Я налила в него чай, и мы поехали. И, конечно же, случилось страшное. Мы попали в аварию. Машина в результате восстановлению не подлежала. Я оказалась в больнице, а муж был за рулем и отделался только ушибом. Причем он не знал ничего о разбитых термосах. Я потом поняла, что это было предупреждение мне. Но как такое возможно, было трудно объяснимо. Очень надеюсь на вашу подсказку и помощь. Что же все-таки это было? Если в дорогу у вас что-то не ладится, что-то разбилось, ключи не можете долго найти машины, машина не заводится, еще что-то, собака там наделала дома, надо убрать, опаздываете. Ребенок потерял, что-то не может найти. Значит, выходите чуть позже, часа на 2 позже. Потому что чаще всего в этот момент что-то должно произойти, и вас просто отводит в сторону. Чтобы этот момент пронесся мимо вас, а потом вы можете выйти. Даже если вы опаздываете на встречу, плюньте на все, жизнь дороже. Очень часто попадают в аварию люди, которые спешат либо на кладбище, прям спешат. Вот надо вовремя поехать, успеть, потом мы должны поехать туда-то, нам надо потом заехать это принести. И они, как правило, гибнут. Или люди, которые на похороны спешат. Вот сколько дорожных происшествий, откройте, посмотрите. Спешили на похороны к родным, всей семьей ехали. Там маршрутка, значит, упала со скалы, разбились все. Где-то 4 года назад, по-моему, я смотрела, спешили на похороны в Армении. У них дядя умер, и они там 6 человек. Значит, там жены, в общем, снохи, эти племянники. Все на такси, там разные такси, и ехали в аэропорт, чтобы успеть улететь. И они попали в аварию, все эти 3 такси.
Они, там 4 человека из них погибло, 2 в тяжелом состоянии были в больнице. В общем, вот так. На похороны спешили люди. Не спешите на похороны. То есть имеется в виду, что быстренько надо все сразу за руль или быстрое такси сейчас же. Повремените час, два, три, немного времени. Не успевайте, если даже, ну, так получится, не успеете, что теперь? Попрощайтесь по-другому. Это первое. И если в дорогу, вот у нас был такой случай, когда машина не заводилась просто. Она нормальная, все детали в порядке, не заводится и все. Ну, выругался он там, это, тьфу ты, блин, опять что-то, наверное, не то сделали в этой мастерской. Ну, потом поехали через полчаса. Вот он, когда ехал, они ехали, он потом сказал, знаешь, почему она не заводилась? Потому что если бы я вышел на полчаса раньше, мы бы погибли. Там фуры перевернулись прямо вот в этом месте, где они должны были, значит, сделать поворот и поехать в сторону Москвы. Прям перевернулись несколько фур, там загорелась машина легковая. Вот так, понимаете? Если вас не пускает что-то, немного повремените. Не обязательно, чтобы вообще не поехать. Скажите мужу, так, все, давай, вот мы должны выйти там в 11, выходим в 2. Что-то у меня предчувствие нехорошее. В 2 часа поедем. И вот в 2 часа, если бы вы поехали, вы в этот момент бы проскочили. Это, естественно, это определенные предупреждения. И они не всем приходят, я вам скажу. Они приходят к людям, у которых сильный род. Понимаете, наши предки, духи наших предков, они могут вот так стоять рядом, пытаться тебе сказать, ты не увидишь. Потому что люди, которые были между жизнью и смертью, тоже говорят, я пытался сказать, что все хорошо, я в порядке, не плачьте, но меня не видел никто. Я и так, и сяк чуть ли не ору, кричу им в лицо, они меня не замечают. Вот то же самое. А как им еще дать понять? Что-то же сделать надо. Вот они портят что-то, вот они приходят во сне, пугают. По-разному. Так. Сейчас посмотрю, да. Дальше. Послушаем. Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуй, Яночка. Я давно эту историю хотела мистическую рассказать, но почему-то никогда не получалось. Вот не могу ее рассказать и все. А сегодня увидела ролик Инги, она как бы разрешение какое-то дала, что ли, рассказать вот эту мистическую историю, которая произошла со мной. Мне было лет 15. Мы ложились спать в своей спальне. Нас 3 сестры. И, значит, я лежала на одной кровати, я лежала на другой сестра, и на третьей мама прилегла с младшей сестренкой, она что-то заплакала. И мы уснули. И я проснулась от того, что у меня кто-то перебирает пальцами по плечу. И так перебирает, что аж, знаете, вот пальцы касаются моей щеки. Я лежала на правом боку. Я резко развернулась и оцепенела. И смотрю, с левой стороны надо мной стоит мужчина. Не старый и не молодой такой, седовласый, красивый такой, круглые такие, синие-синие глаза прям. Брови такие прям вот седые, прям большие брови, и волосы седые. И смотрит на меня, а сам пальцами перебирает. Я щекой чувствую эти пальцы. И он на меня смотрит, и у меня, вы не поверите, такое наступило оцепенение. Я не могла не то, что там сказать что-то, я не могла пальцем пошевельнуть. Вообще лежала как парализованная. И смотрю на него, а он на меня. И потом он наклонился низко-низко прямо к щеке своим лицом. И потом выпрямился и засмеялся. И такой смех, знаете, прям засмеялся, выпрямился и исчез. Вот такое вот видение у меня было. Первое отвечу. Мы здесь можем, конечно, предполагать, что это могло быть. Почему? Потому что, по-разному, уже много времени прошло. Это мог быть хозяин дома,
тот самый старый хозяин дома, который, ну, где вы жили, может быть, тот, который до вас жил в этом доме. Может быть, продали, может быть, вы купили или снимали этот дом. Мы не знаем предысторию. И вы просто ему понравились. Вы понравились из всех сестер, чем-то вы понравились, вот, и он пришел как-то выказать свою симпатию, что ли, потому что он же вас не напугал, он не кричал, он не душил, он там какие-то страшные гримасы не делал, нет. Он просто как бы показал вам свою симпатию. Это не домовой, это не предок, это не дух хранитель. Нет, они по-другому себя ведут. Они так просто так не приходят, не показываются. Они показываются в нужный момент. Если надо предупредить, у них совершенно иные функции. А если он показывается, просто для сравнения есть такая история у моей знакомой, которая давно еще в студенческие годы снимала квартиру по очень такой низкой цене, на удивление. Но соседи переглянулись, когда она поднялась. Мол, ну, а вы туда, да, в ту квартиру? А, ну, понятно. И она говорит, мол, а в чем дело, что там? Нет, все хорошо, ничего. Они боялись этой женщины. Она была, значит, адвокатшей. В общем, боялись, что она там начнет с ними, создаст им проблемы, если они будут лишнее болтать. Но не говорили ничего. И она, в общем, сдала эту квартиру этой девочке. И, значит, по прошествии времени она замечает, что она приходит домой, и у нее вещи не разбросанные, а как будто, знаете, как прессованные, что ли, как будто кто-то руками вот так вот их прессует вот вниз. Они какие-то зажатые вещи. Потом начала замечать, что книги у нее в разных местах оказывались. То на диване лежат, то еще где-нибудь. То есть вещи перемещались. Она сначала думала, может, хозяйка заходит, ключи есть, или, может быть, у нее там родственники, или кто-то еще. Ну, в общем, в какой-то момент она проснулась посреди ночи от того, что на нее кто-то смотрит. Она, значит, посмотрела, вот точно так же, как вас, парализовала от ужаса. Сидел молодой человек, очень красивый, прямо на краю постели, смотрел на нее, улыбался. А потом встал, подошел, начал гладить ей волосы очень нежно. А потом наклонился, поцеловал ее в лоб и исчез. И вот тогда этот паралич с нее спал. Она в ужасе вскочила, включила везде свет, до утра не могла уснуть. Утром, значит, позвонила хозяйке. Она сказала, ну вот Антон опять испортил все дело. Говорит, а что за Антон? Ну, я приеду, расскажу. Она пришла и сказала ей, девушка, если вы хотите уехать, я вам верну плату, я все понимаю. В общем, ну, говорит, это мой сын, просто он здесь жил и повесился. И вот как-то вот всех он гонит отсюда вот таким образом. Но вас, говорит, полюбил. Может быть, вы останетесь, вам он же ничего, вы же говорите, ничего плохого не сделал. А нет, спасибо, она ушла. Вот. Я к тому, что прежние хозяева, если очень любили этот дом, и если новые жильцы им нравятся, они могут дать о себе знать. У меня в жизни тоже было такое не раз. Когда снимала в старых домах там комнату в студенческие годы, ой, чего только не... И бывало иногда, что по ночам волосы ласкали, пальцы целовали, тоже парализовывала, не могла понять. Просыпалась в ужасе. Ну, некоторых этих видела кого-то так смутно, а где-то никого не было. Потом узнавала историю этих домов, что там учитель жил, значит, молодой, умер от туберкулеза. Там еще что-то там было, одинокий человек жил. Я им нравилась. Я наводила чистоту, я все делала как положено, и я им нравилась. И вот они ко мне хорошо относились. Но это было, конечно, не очень весело. Вот то же самое в вашем случае. Может быть, вы были просто активная девочка, вы маме помогали, вы убирали все. И вот этому
старому пожилому человеку, бывшему хозяину этого дома, вы очень понравились своим характером, нравом. И вот он пришел показать, он хотел таким образом высказать, что вы такая молодец и так вот нравитесь. И вот он так засмеялся и исчез. Ну, скажем так, веселого, конечно, мало. Даже если вы очень сильно нравитесь призракам, в любом случае хорошо бы, если бы они там не появлялись. Почему говорю призракам? Потому что душа – это иное. Душа прощается некоторое время, потом уходит на покой. Она может прийти по зову, его могут отправить, помочь своим потомкам. Это другое. А призрак или привидение, о котором мы сейчас говорим, это души ушедших, которые привязаны к этому месту. Они никуда не уйдут. Они будут оставаться на этом месте. Вот столько, сколько Вселенная решит, что им достаточно. Их для чего-то им разрешает быть там. Для чего мы не можем знать наверняка. Может, наказание, может, поощрение, может, он просит, умоляет не уйти от дома, который любит. Понимаете, и такое есть. И человек, если при жизни был добрый, много сделал добра и хорошего, и его просьба Вселенная может услышать. Ну, в вашем случае ничего страшного не произошло бы. Он и дальше за вами следил, просто вы его не видели. Но это был прежний хозяин, которому вы понравились. Да, вот так вот. Радуйтесь, что понравились. А то мог по-другому себя вести. Дальше. Ну и хочу рассказать вторую короткую историю. Прям мистика, правда какая-то. Я работала воспитателем в детском саду и пошла на работу. И тут мне надо было перейти дорогу. Я посмотрела со всех сторон, ни одной машины даже вдалеке не было. Вообще. И я стала переходить дорогу. И только вот один шаг сделала, и меня кто-то с двух сторон, вы знаете, как два больших мужчины, как будто меня как схватили под руки. И я очутилась моментально на той стороне. Вот вы не поверите, это вообще... Я не поняла. И когда я так резко развернулась, пролетел джип. Угу. И я обомлела. Думаю, как так? Не было машин. Ни далеко, ни близко. Вообще не было машин. И вот так вот меня уберегло, спасло. Я до сих пор в таком пребываю, вот всегда вспоминаю вот эти истории и думаю, все-таки какие-то силы меня все-таки спасли. Спасибо, Инга, что вы у нас есть. Спасибо вам огромное за ваши работы, за ваши труды. Они, правда, бесценны. И вам спасибо, мне приятно. Видите, я не просто так сказала, что хочется живой голос людей услышать. Одно дело, когда я читаю историю, другое дело, когда люди сами рассказывают. Энергия голоса людей, он совершенно другой. Вот смотрите, когда с человеком такое происходит, он даже в какой-то момент начинает думать, что ему это показалось, что это была игра разума. А точно ли это случилось со мной? А может быть, мне кажется, может такое, как такое? То есть мы начинаем сомневаться в своем разуме. Мы начинаем думать, может, мне показалось. Почему так? Потому что это настолько неожиданно, настолько быстро, невероятно. И вот просто вот в этот момент, в эту секунду происходит все, что угодно. Явление какое-то. Ночью глаза открыли, кого-то увидели. Голос, который нам что-то сказал. Мы начинаем анализировать. Подождите, а может это мой разум меня обманывает? Вот, например, уже рассказывал много раз здесь, разными голосами меня звали. И до сих пор зовут. Когда я поехала на похороны своей тети, мой благоверный говорит, я все дела сделал, собирался там поехать куда-то. И, говорит, внизу мою руки и слышу голос наверху, разговариваешь ты с кем-то. Как обычно, я тут сижу, то снимаю, то голосовые записываю. И, говорит, я не понял. Мне показалось, может, ты вернулась, а я не услышал, может, что-то забыла. А потом, говорит, думаю, как так, не могла сказать, я бы лучше подвез, сейчас опоздает, не успеет же на рейс. А потом, говорит, не может такого быть, чтобы это была она. Я, говорит, воду закрываю,
слышу твой голос, ты разговариваешь. Ты там с кем-то споришь. Он поднялся, начал подниматься, голос утихает, ушел. Все, нет голоса. Вниз пошел, переодевается опять. Я хожу, и я разговариваю здесь. Много раз. И это абсолютная реальность, многие это слышали. Мы просто к этому привыкли, что мои... Я говорю, это мои местоблюстители, мои духи здесь за меня отвечают. В этом тонком плане тоже они кому-то отвечают, кого-то посылают. В общем, веселая жизнь. Так вот. 2 часа ночи, где-то так. Я делами занимаюсь, дома одна. И меня зовет Яна. Причем с других дверей, где спальня, там у нас 2 входа. И причем интонация ее, Инга, вот интонация, все как надо. Она меня позвала. Я говорю, Ян, сейчас иду, подожди. Я уже просто двери все закрыла, собралась здесь что-то снимать, и думаю... И у меня мысль такая, а почему она с тех дверей идет? Вот же центральные двери. Думаю, ну, может быть, не знаю, может, что-то срочно надо сказать, с этих зашла. Я побежала туда. Открыла дверь, естественно. Вышла, никого нету. Странно. Пошла, закрыла эту дверь, открываю. Выхожу, думаю, убежала, что ли? Позвала и ушла. Может, подумала, что я сплю? Пришла, смотрю, она в WhatsApp была где-то час назад. Наверное, уснула. Написала, естественно. Говорю, Ян, ты приходила? Я говорю, я пока успела дверь открыть, тебя нет. Это ты была? Она мне говорит, нет, я спала, говорит, и если бы я пришла, я бы написала заранее. Она, всегда скажет мне. Я говорю, понятно. Прям, знаете, вот... И потом начинаешь думать, а вдруг мой разум меня обманул? Может, мне показалось, точно ли я слышала? Может... Потому что это всегда неожиданно. Мы никогда не планируем, что мы мы сейчас их увидим или услышим, конечно, а потом или там толкают, или там касание. Это неожиданно, поэтому ты начинаешь думать. Сначала не говоришь об этом, а потом думаешь, мне же не могло так, как это? Вот я вам сейчас расскажу похожий случай со мной. Я сдала экзамен. Очень мерзкая баба была. Просто невыносимая личность. Специально унижала студентов. Все, наплевать, как-нибудь. В общем, сдала экзамен. И иду домой. У меня была желтая куртка. До сих пор висит там где-то дома. Значит... Вот кто знает Волгоград, я доехала до станции Бакинской. Почему там вот такие Минская станция, Бакинская, Двинская, значит, Ереванская и так далее. А Сталинград, когда лежал в руинах, каждый город построил по одному кварталу. И отсюда название этих кварталов. Какой город построил. Так вот, Бакинская, она вот прям вот напрямую едет до Мамаева кургана, в общем, центральная улица. И там сейчас понастроили, но тогда, в 2000-е годы, там был небольшой пустырь и здание, тут ничего не было. Я вышла, и, чтобы перейти на ту сторону, да, я сейчас уже не помню, перешла на ту сторону, и вот там трамвай остановился на Бакинской, переходите на ту сторону, троллейбус. Наоборот, троллейбус и на трамвай. Я перешла на ту сторону, стою, жду. Там тоже так открытая зона, ничего нету. Только остановка. И вот, когда я переходила, из этого тоннеля выскочил трамвай. Я не понимаю, как так получилось, что я не рассчитала, не услышала. Знаете, почему люди погибают? Потому что их парализует. Вот ты стоишь
не может двигаться. Тебе надо один шаг сделать, чтобы спастись, а ты не... Как будто ты задубела. Вот так смотришь. Я уже смотрю в глаза этой машинистки, которая ширяются от ужаса. Она летит на меня. И тут мужская рука, сильная мужская рука. Вот это мужская была рука. Жилистая, сильная. Аж синяк остался, наверное, у меня. Скорее всего, я сейчас не помню. Он меня просто за шкирку так схватил. Знаете, как за пояс вот так вот. И просто перенес в ту сторону. И я вот боком просто только повернулась. И вот трамвай проехал. Он даже оставил след на моей куртке. Конечно, там вышли люди, вы в порядке, все видят, я беременная была, да. Мне было немножко нехорошо из-за того, что меня там трясли на этом экзамене. Все вышли, а я не могу понять, я не могу ответить, сказать, а что, кто это был? Если это был человек, который меня перенес, потащил, то куда он делся? Он же не мог сразу в трамвай побежать и убежать. Зачем ему убегать? А если он туда вперед пошел, а где он? Вот остановка, никого нету, вот пустырь. Он что, прям летел, что ли, 120 километров в час? Зачем ему бежать? Это доли секунды, понимаете? Я повернулась, никого нет, люди выходят. Вы в порядке, все хорошо, а я не могу ничего понять. Не могу понять, как я здесь оказалась, как меня потащили. Я же должна была погибнуть только что. Как я успела вообще? Вот вы рассказали мою историю. Хранитель. Мы не сможем объяснить. Вот что бы мы сейчас не думали, говорили. Пожалуйста, в этих ситуациях, я говорю, наука еще не в курсе дела. Ну, объясните, господа профессора. Как это происходит? Вы же все объясняете. Тоннель – это из-за там игра мозга, игра сознания. Вот это вот так-то, там какие-то сущности, это вы сами придумываете, приходят. Душ – это сонный паралич, это просто ваш мозг чего-то там придумал. А как насчет пророчеств? Пророчество – это просто возможно угадать, это все совпадает. Да все можно объяснить, конечно, если при желании. Объяснить вот так вот, ну, нелепо имеется в виду. Ну, как можно это объяснить? Это никак не объясняется. Это невозможно объяснить. Люди говорят, я была в сознании. Люди говорят, я вышла из тела. Я увидела родных, близких. Описывает ситуацию. Описывает то, чего быть не могло. То есть, имеется в виду, не могли они видеть за 1 000 000 километров, что там кто делает. А они возвращаются и говорят, что происходило. Когда у нас одного деда соседского возили на скорой, ему стало плохо, он еще после этого прожил, конечно. На скорой везли, а сзади ехали родные на машине. Значит, они вызвали в это село, его везут, а они сзади едут. И когда он очнулся, он сказал, он просто описал все, во что они были одеты, о чем они разговаривали, как там дочка плакала. Потом внучка, значит, начала реветь, я с вами хочу, ее тоже взяли. А он сказал, зачем ребенка, говорит, взяли в больницу пугать. Он ничего не знал, как происходило. Он очнулся через неделю. В коме был. Его вернули к жизни. Он знать не знал, как за ним ехали, как чего случилось. Он просто упал, отключился, все. Проснулся в больнице, и он сказал, я, говорит, я видел, как вы едете. Зачем надо было столько людей за мной ехать? Еще и ребенка забрали. И ребенок там чуть, говорит, не прищемили руку, когда дверь закрывали. Понимаете, подробности, как может человек... Ну, кто мог рассказать ему? Ты знаешь, вот мы ехали за тобой, ребенок заплакал. Но это же абсурд. И вот когда спрашиваешь у профессоров, объясните, что это? Ну, это, наверное, он как-то так краем уха послушал, подслушивал, потом... Ну, нет же. Просто есть духовный мир, есть тонкий план. Предметы двигаются, объясните. Сами по себе магнетизм. Понимаете, ну, все можно объяснить всякой чушью, но... Вот и сейчас, как я не смогу вам до конца объяснить. Единственное, что могу сказать, хранитель ваш. А может, их 2. Они просто вас вперед толкнули. Как это случилось? Со стороны могло это выглядеть очень комично. Что вы как-то вот неестественно передвигаетесь и бежите. Как будто вас тащат. Но вы-то знаете, что вас потащили?
А иногда бывает, что в таких ситуациях люди, рядом находящиеся, даже ничего не видят. Как будто на них морок насылается. Они не видят ничего, понимаете? Даже если вы спросите людей на остановке, вы видели, как меня потащили какая-то сила, они скажут, да мы даже не заметили. Их отводят в сторону. Они там не нужны, лишние свидетели. Они просто вас тащат. Они вас спасли. И таких случаев очень много. Когда ребенок шел домой, а бродячие собаки накинулись, целая стая, накинулись и, подлетели к ребенку, чтобы сожрать его. И вдруг заскулили, начали кричать, начали визжать и убежали. Как будто за его спиной кого-то увидели. Он повернулся, никого нет. Они смотрят, ощетинившись там, рычат, боятся подходить. И он пошел домой. Он потом рассказал, естественно, объяснили, ангел-хранитель, там, как хотите. И таких случаев много. О чем дети маленькие, когда играются с кем-то? Дети сами по себе. Нет. Они смотрят, они ручки тянут, понимаете? Ребенок сам по себе вот так лежит, но смотрит на потолок. Если он ничего не видит, он просто смотрит. Может заплакать, потому что ему скучно стало. А если он начинает руки тянуть, разговаривать, гугукать, смеяться, значит, с ним кто-то играет. Мы видим их. Но до того момента, пока вот мы глупенькие, не сможем объяснить. А потом они, конечно, исчезают. Потому что, я вам говорила, для чистоты эксперимента мы должны быть хорошие не потому, что мы знаем, что там есть расплата. Не ради этого. А сами по себе мы должны себя держать в руках и оставаться хорошими людьми. Потому что хорошим человеком быть выгодно. Даже в этом случае, если хотите знать. У вас защита сильнее, чем у плохих людей. Они рано или поздно, или они, или их дети расплачиваются. Чем больше ты делаешь, вот каждый твой хороший поступок, это как еще один слой защиты сверху, понимаете? Еще одно одеяло на вас накинули. И поэтому вы не подвержены морозам. Да, хорошим людям тяжелее в этом мире, потому что у нас мир злой. Почему мы в детстве любим жизнь? Чем старше, тем больше хочется уйти от этого мира. Потому что мы в детстве же не понимаем, что в мире происходит, что есть подлость, что есть политика, есть войны, что есть разные нации, ненавидящие друг друга, и что есть вранье, ложь, не знаю, подлость на этой земле. Мы это не знаем, поэтому мы счастливы, мы любим жизнь. И поэтому мы все время вспоминаем детство, как было хорошо. Потому что мы были детьми, ничего не понимали. Вот то же самое. Пока мы ничего не понимаем, они приходят к нам. Как только мы можем объяснить, какие они, перестают приходить. В моем детстве, сколько я их видела, конечно, сейчас я так много их не вижу, но видела огромное количество и постоянно. Но мне казалось, что это нормально. Я не понимала, что это, это духи. Это сейчас я понимаю, когда мы рассказываем, и как-то там, я помню, бабушке сказала что-то. Мне было 15 или 16 лет, я рассказала, как там человек один какой-то там был в детстве. Он говорит, не было там никакого человека. Я говорю, как не было? Ты стояла, и он сзади. Я описала ее отца. У нее аж глаза. Как вы, откуда ты это знаешь? Потом начали говорить, наверное, фотографии. Я говорю, а где эта фотография? Не нашли такую фотографию. Да, фотография отца где-то есть. Но я видела его в молодости, понимаете? Совершенно, в другом качестве. В котором они знали, что он таким был. Но они сами не видели своего отца таким. Так что вот так. Хранители вас спасли. Давайте еще пару историй послушаем и оставим для следующего. Но вы отправляйте, конечно, отправляйте. Это очень интересно. И тем более узнать, откуда, что и как берется. Здравствуйте, уважаемая Инга. Меня зовут Айшат, мне 56 лет. У меня такая маленькая история. Это произошло со мной в 2002 году, когда я купалась в бане. Еще в конце, когда полоскалась, смотрю, с водой стекали маленькие черные перья. Такие красивые. Они были кругловатые, похожи на маленький веер,
как у китайцев с ручкой бывает, ну, такое. Я вот успела схватить несколько штук, пока они в канализацию уйдут, и спрятала их под ночник. Потом через некоторое время смотрю, они тоже исчезли. Штуки 2, что ли, я успела поймать. Мне было бы интересно, что это было такое. Спасибо заранее большое. Я вам сейчас скажу. Это вам показалось, конечно, что они перья. Некоторым кажется, что с них камни падают драгоценные. Они их собирают. Это иллюзия, которую создают джинны. Смотрите, если вы купались ночью, ночное время, считается, что ночное время одному нехорошо купаться. Ну, естественно, человек один купается, это понятно. Но что в доме кто-то должен быть, кто-то должен на всякий дежурить и знать, что вы купаетесь, что если вам станет плохо, чтобы человек знал и зашел, ну, близкий человек, и вас вытащил. Это вам повезло, что вам не стало плохо после этого. Некоторые начинают лить на себя воду, и скатываются камни разноцветные. Рубины, бриллианты, все такое. Они начинают прям уходить вниз. Они аж, как вам сказать, с грохотом падают. Мне это рассказывала женщина, давно, правда, из Хасавюрта. Она тоже начала купаться ночью. Все спали, и она начала лить на себя воду, и начали падать камни. Она эти несколько камней схватила, как вы, спрятала, а них нету. Игра джиннов называется. Если у вас в доме такое происходит, либо как перья разноцветные, как павлиньи начинает падать, либо камни, что еще может быть? Чешуя, как рыбья, разноцветная, красивая. Не знаю, какие-то эти, как дождики, вы знаете, на это новогодние елки, вот эти вот штучки, в общем, серебряные нити и так далее. Это значит, что в вашем доме поселилась некая сила, и желательно вам эти места как-то очистить, не знаю, начитать что-нибудь, и чтобы там всегда горел свет. Долгое время, пока эта сила не устанет там находиться, не уйдет. Игра называется, игра джиннов. Они играют с человеком. Вот они влюбляются в женщину или в мужчину и начинают играть с его организмом, телом. Значит, показывают ему, что у него кожа сверкает. Он купается, они, значит, сверху создают иллюзию падающих драгоценных камней, перьев, красивых листьев, цепочках каких-то. В общем, золотые, серебряные нити падают и так далее. Таких историй на самом деле много. Просто люди не рассказывают, потому что это слишком как-то так личное, не хотят. Будьте осторожны. Значит, в этом месте это такой портал для них. И, скорее всего, вы там не раз слышали какой-то там звук, шевеление, какие-то даже разговоры. Вам показалось, что там кто-то разговаривает. Зашли, никого нету. Звенят чашками или что-то еще. Какой-нибудь талисман возьмите, какой-нибудь в соответствии с вашей религией. Или, может быть, какой-то талисман, изгоняющий джиннов. Почему я так говорю? Потому что в исламе очень много взято из древности. Из древней арабской культуры. И поэтому вот эти все символы, они на самом деле очень мало имеют общего с исламом. Они в основном вот эти древние знаки. И поэтому, когда некоторые говорят, что это же мусульманские знаки, даже полумесяц, он намного значительно позже пришел. Полумесяц – символ богини Аллат, лунной богини. Понимаете? Потом это стало символом ислама и так далее.
Там очень многое взято именно издревле. Тот же шариат – это закон арабов, закон чести арабов, так и называется, закон чести. Возьмите что-нибудь или там оставляйте всегда включенный свет некоторое время. И будьте осторожны. Объясню почему. В таких местах иногда они сначала играют с человеком, а потом могут толкнуть, могут ударить. Понимаете? А могут ничего не делать. Золотая вода иногда льется. Человек моется, ощущение золотого песка. Знаете, и такое есть. Ну вот о чем я хочу сказать. Это влюбленность. Это любовь. Они так проявляют любовь. Определенные джинны, значит, мужского пола. А вы знаете, что джинны – это не духи, это не бесы. Это определенная раса. Ну, духовная раса, да, но некоторые просто неправильно сравнивают, говорят, вот у нас бесы, а в исламе вот джинны. Нет, джинны совсем другие. Я сейчас даже произношу, а мусульмане этого не будут делать. Они даже имя не говорят, говорят они, эти. Вот если что, откройте мою лекцию джинны. Я просто объясняю, почему они именно мусульманам мстят, к христианам, к другим религиям безразлично. Потому что они считают, что те предали их. Они были божества Востока, и люди, приняв ислам, перестали приносить им какие-то подношения и прочее. И джинны решили, что вот они, приняв ислам, их предали. Хотя среди джиннов тоже есть те, которые приняли ислам. Они есть даже христиане. Вы знаете, я когда рассказываю, мне некоторые говорят, вот у вас там, знаете, вот прям вот вы все время рассказываете, вот у вас такое отношение. Да, у меня очень большое уважение к этой религии. Она не просто религия, это доктрина. Я ее воспринимаю как доктрину, естественно. Я не мусульманка, я язычница, и все это знают. Но вот почему, я вам объясню, там нет презрительного отношения к этим силам. В христианстве что говорят в христианстве? Что бесы это презрительно, не бойтесь, там никому они ничего не сделают, это все ерунда, и не надо вообще их бояться. Нет. А ислам, он посвятил целый, там, можно сказать, не знаю, огромную главу именно джиннам. Они знают, что это серьезно, и что это настоящие духи. Изучают, богословы, например, изучают, объясняют, как с ними, ну, не взаимодействовать, но как не столкнуться, как себя вести, чтобы не стать их жертвами. Потому что ночью бывает, что люди выходят куда-то ехать или идти, они могут их увидеть, они могут подвергнуться преследованию. Просто мусульмане знают прекрасно, что джинны за ними охотятся. Они знают, что они все время начеку, все время рядом, они их враги. Понимаете? И поэтому, хочешь не хочешь, им нужно защитить себя. И они, естественно, создали целую доктрину защиты от джиннов. Это весьма интересно, потому что это правда. Это не какие-то, знаете, вот фантазии или выдуманные истории красивые такие вот о джиннах. Это реальность. И их очень много этих, и каждый из них хоть раз в жизни с ними столкнулся. Так что, Айшат, это джинны. Вы им понравились. Они особенно часто охотятся за женщинами в таких интимных местах, чтобы видеть их телесную красоту. Это же не бесы. Это раса. Это такие же мужчины, они влюбляются. Они могут влюбиться, и тогда у человека просто личная жизнь не устроится. Потому что влюбленный джин будет просто сводить в могилу, уничтожать и убирать с дороги любого, кто посягнет на нее. Именно поэтому, если, например, у женщины несколько раз были неудачные, скажем, связи, и мужчины умирали, уже начинают говорить, что она невеста джина, что с ней опасно связываться. Любой мужчина, кто с ней свяжется, ляжет в могилу, потому что этот джин ее никому не отдает. Понимаете, в чем дело? Вот что это было. Вот я вам объяснила.
Давайте дальше послушаем. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яночка, все жители Ведьминой избы. Инга нам предложила рассказать историю. Я вот хотела поделиться своей, которая произошла именно со мной. Была она лет 17 назад. Как-то помню, есть рассказ, лекция про духов-любовников. Но это вот что-то из той же серии. Мы лежали с дочерью в больнице. У нее была пневмония, было 3 годика. Больница такая старого образца. У нас над кроватью было окошечко, в которое светилось. Попадал свет с поста медсестры. Дочь спала, а я была как будто в полудреме. Но, знаете, было такое ощущение, как будто я и не спала совсем. Как будто все было наяву. Меня в какой-то момент среди ночи начали обнимать мужские руки. Я пыталась повернуться. То есть это настолько было реально, это настолько было ощутимо. Естественно, как любая женщина, я почувствовала то, что должна была почувствовать. И в то же время я испытывала жуткий страх. Все-таки мне удалось побороться с этим ощущением. Я обернулась и увидела прям... Вот знаете, есть где-то заставка на одном из роликов Инги, где такой, по-моему, про Люцифера она рассказывает, где такой дух раскинул крылья и, значит, по пояс раздетый. Вот что-то подобное. Я тоже вот сейчас рассказываю, у меня мурашки по коже от воспоминаний. Вот что-то подобное я увидела. Я не видела полностью его лица. То есть видела его, но не видела полностью его лица. Я видела только его ухмылку. И настолько она у меня запечатлелась в глазах, в памяти. То есть я до сих пор ее вижу, в принципе, если представлю. Что вот это было, я, честно, я не знаю. Спасибо всем за внимание. Я вам хочу сказать, что все женщины, которые хоть раз испытали на себе интерес, физический интерес инкуба, у этих женщин с другими мужчинами просто не получается вот той яркости. Есть инкубы, они тоже делятся на разные категории. Есть инкубы они все демонического происхождения, но выше демонического происхождения, то есть старшие дети богини Лилит, они невероятно красивые. От них идет энергия, но это не объяснить. Вот эта яркость того, что они дают женщине, она настолько сильная просто, неописуемое наслаждение, но за это, конечно, ты начинаешь стареть и потихоньку умирать. Потому что они забирают жизненную энергию. Ты живешь уже во сне. Ты хочешь быстрее все дела... Это как наркотик. Ты хочешь все дела быстрее сделать, значит, и побежать туда, встретиться с ним, лечь спать, чтобы он быстрее пришел. Это затягивает. Это ужасная вещь. Но почему это происходит? Это происходит из-за малого внимания мужчины. Есть такое понятие «холодная постель», когда годами нет у женщины того, что должно быть. Или она просто живет с этим мужчиной, не любит его, просто живет, просто привыкли уже, просто так получилось и так далее. Много различных объяснений. И она влюбляется. Это потом начинает хотеть избавляться, но в первые этапы таких встреч это безумная страсть, это необъяснимое наслаждение, которое никогда ни с одним земным мужчиной вы больше не получите. Это не просто сила физическая, но она, естественно, они понимают, они очень древние духи. Вот каждый из них был рожден и, то есть, создан Вселенной или своими родителями, вот этими вселенскими духами, силами.
вы знаете, задолго, наверное, до ваших прадедов еще. И они настолько старше вас, они знают все о вас. Это как мы знаем вот все привычки нашей кошки. Что любит наша кошка, какие вкусняшки, как любит, чтобы погладили, что надо ей говорить, каким образом с ней надо говорить, чтобы она к вам пришла, чтобы она улеглась рядом и так далее. То есть мы знаем то же самое, но это, может быть, не очень такое сравнение, но примерно. Вы были уставшие, ребенок у вас болел. Наверняка с мужем были проблемы. Мужчины обычно очень не любят проблемы, очень переживают, когда женщина занята ребенком. Они начинают негодовать, что им мало внимания. Вот, а они хотят больше внимания, в общем, и так далее. И в этот момент неудовлетворенности, усталости, раздраженности, нервов, нервотрепок вы начинаете источать ту самую сексуальную энергию, невостребованную, и привлекаете его, и он приходит. Вы увидели инкуба только более высшей иерархии, поэтому он был такой красивый. Они все красивы, но он такой был дьяволически красив, как говорят, чертовски привлекателен. Вот. Дьяволически красив, наглый, уверенный в себе дух. И он почему ухмыльнулся и посмеялся, мол, зря отказываешься. Все равно у тебя в жизни такого нет и не будет. Понимаете? Вот они даже говорят это. Зачем отказываешься? Не отказывайся, не сопротивляйся. Получай то, что тебе дают. Это очень опасно, к этому привыкнуть. Это смертельно опасно. Несколько таких свиданий, и уже жизнь теряет полностью смысл. Ну, я вам еще раз говорю, ты становишься зависимым, и ты как бы живешь от дозы к дозе. Это не жизнь. Это страшно. Я знаю. Поэтому говорю, не привыкайте. Даже если вы в жизни больше не встретите такую страсть, а вы не встретите, конечно. В любом случае, лучше без такой страсти жить, но быть целее. Я, например, скинула почти килограммов 20. У меня одни кости остались. Перепугала всех. Что происходит, что случилось? Это было давно. Я была очень счастлива. Счастливая дурочка. Улыбалась, но у меня просто кожа до кости, жуткое лицо. Пергаментное вообще лицо, выжатость. На меня смотрели, как на смертельно больного человека. Думали, что я болею. У меня на лице можно было увидеть череп. Вот до такой степени я стала просто... Я поняла, что я просто гибну. Я весело, радостно иду ко дну. Я просто нашла в себе силы это остановить. Это очень непросто остановить и не быстро. Наверное, мне дали испытать все это для того, чтобы я другим людям помогала и понимала, что это такое, и верила, что это реальность, что это не выдумка. Это реальность. Но вам повезло, что он так ухмыльнулся и больше не пришел. Вам действительно повезло. Наши внутренние подсознательные желания, невостребованность, нерастраченная страсть, жажда любви. Это все они читают, понимаете? Это все на нас написано. Они это вычитывают. Они понимают наши мысли. Они все понимают, что мы хотим, одиноко нам или нет. Мы их не обманем. Что у меня все замечательно, иди отсюда. Нет. И поэтому вот это как красная тряпка для быка. Они чувствуют это. Эту нерастраченную сексуальность. И начинают приходить. Одним словом, вот кто он был. Да, вы правильно говорите, инкуб. Но они тоже разные. Есть более высшие иерархии. Вот вы увидели его. Тот, который нарисовал вот это вот изображение Люцифера, я думаю, что это тоже неспроста. Ведь
такие образы, которые потом живут долго. Фильмы, которые мы пересматриваем много раз. Картины, которые нас просто затягивают и так далее. То есть долго живущее искусство, оно тоже оттуда приходит. И оно пронизано вот этой духовной силой, поэтому оно надолго живет. Просто есть вещи, которые вот посмотрели и забыли. А есть фильмы, веками будешь смотреть. Но ты не будешь, конечно. Можно смотреть годами, десятилетиями и не устать. Вот так дано человеку это все показать, снять, написать и так далее. На сегодня все, друзья мои. Еще раз напомню, отправляйте, пожалуйста, Яне. Только не в выходные, а в будние дни постарайтесь до 9 вечера. И напишите, что здравствуйте, как положено, это мистические истории. Она их сохранит. Очень интересно, очень приятно услышать живые голоса, конечно, людей, энергии их голоса, понимать, вот как много нас адекватных, нормальных людей, и приятно, что мы в одной компании. Будем дальше освещать, показывать. Отправляйте голосовые, а я вам постараюсь объяснить происхождение, природу всех этих явлений. Всем удачи!